Для узора нужно набрать четное число петель. Первую петлю всегда считаю тоже за петлю, то есть это раз, два, три, 18, 19, 20. Вот я набрала 20 воздушных петель и перехожу к вязанию первого ряда. Для первого ряда делаю петлю подъема и дальше вкалываю крючок во второе звено от крючка. Считаю раз, два, поворачиваю цепочку и вкалываю в перемычку этого звена, чтобы по краю моего изделия осталась красивая косичка. Получаю раз. Следующую перемычку 2 и вяжу обычными столбиками без накида этот первый ряд. 3. Число столбиков без накида должно быть равно числу звеньев наборной цепочки. То есть у меня это будет тоже 24. 5. Последние два звена 19 и последняя точка тоже в перемычку делаю 20. Первый ряд на этом готов. Перехожу ко второму ряду. Второй ряд будет уже вязаться узором. Итак, делаю воздушную петлю подъема на второй ряд и поворачиваю свое вязание не так, а вот так. Так, чтобы лицевая сторона этой воздушной петли стала от меня, смотрела вниз. Да, вот сейчас я смотрю на изнанку этой воздушной петли. Так будет просто красивее. Дальше начинаю этот ряд с двух столбиков без накида. Первый столбик делаю прям в первое звено предыдущего ряда. Делаю 1 и делаю 2. А дальше начинается раппорт этого узора. Итак, делаю крючком накид и возвращаюсь на шаг назад, на ряд ниже. Ну, фактически это будет вот эта точка, первое звено наборной цепочки. Вот так вкалываю. Давайте еще раз. На шаг назад, на ряд назад. Вот сюда вкалываю крючок, подхватываю рабочую нитку, вывожу длинную петлю, 3 петли на крючке, 1, 2, 3, провязываю их вместе. Это полустолбик с накидом. Дальше одно звено отступаю, на него приходится вот этот полустолбик с накидом, длинный полустолбик с накидом, и в следующее звено делаю обычный столбик без накида. И фактически вот оно чередование до конца ряда. Делаю накид на крючке, на шаг назад, на ряд назад, но я буду ориентироваться по длинному столбику и по наборной косичке в этом ряду. То есть вот у меня одна петля, одну отступаю и вот сюда через одну вкалываю крючок, подхватываю рабочую нитку, 3 петли провязываю вместе и снова обычный столбик без накида. И чередую так до конца ряда. Делаю накид, на шаг назад, на ряд назад, длинный полустолбик с накидом и обычный. Вяжу так до конца ряда. Подхожу к концу ряда, остается 2 точки, делаю длинный полустолбик с накидом, на шаг назад, на ряд ниже, вывожу и 3 петли провязываю вместе. И заканчивается этот ряд обычным столбиком без накида вот в эту точку. Вот. Это получается второй ряд и первый ряд, который вязался узором. Третий ряд. Ну и третий, все последующие ряды будут идентичны второму ряду. То есть здесь раппорт будет повторяться во всех рядах одинаковый, и, соответственно, узор будет абсолютно двусторонний. Итак, делаю воздушную петлю подъема, поворот, так, чтобы эта петля стала лицом от меня. И дальше снова начинаю с двух
обычных столбиков без накида. А дальше начинается вот это чередование. Итак, делаю накид на крючке и вставляю крючок на шаг назад, на ряд назад. Здесь получается под первую петлю вот сюда. Вот она, эта точка. Сейчас я вам ее покажу. Вот сюда. Вкалываю крючок, вывожу нитку на нужную длину, чтобы ничего не стянуть, и 3 петли на крючке провязываю вместе. А дальше обычный столбик. Обычный столбик придется вот в эту точку. Да? Здесь, как бы видите, такая вот перемычка есть внизу. Вот всегда вот под эти петли, под обе дужки приходится обычный столбик без накида. Ну и чередую так до конца ряда. Снова делаю накид. И дальше здесь отодвигаю длинные нити. Опять я вам покажу это. Вот, если длинные нити отодвинуть, здесь то вот сюда, вот здесь будет столбик, и в его шапочку вкалываю крючок. Вот так. Отодвигаю длинные нити, вкалываю крючок и вывожу 3 петли на крючке, провязываю вместе. И опять обычный столбик без накида. И снова делаю накид и длинный полустолбик с накидом. Снова эти длинные нити отодвигаю и вкалываю крючок. В принципе, он сам там находит крючок, эту точку, куда должно произойти вкалывание, никуда в другое место он сместиться просто физически не может. Ну и снова просто столбик без накида. В общем, работаю так до конца ряда. Последние 2 петли, длинный полустолбик с накидом, да, делаю накид, опять отодвигаю вот эту длинную петлю и туда вкалываю крючок. Вывожу 3 петли на крючке, провязываю вместе и в самую последнюю точку вот сюда, вот она, горизонтальная косичка под обе дужки, вкалываю крючок, делаю обычный столбик без накида. На этом 3-й ряд готов. Опять делаю петлю подъема для 4-го ряда, разворачиваю изделие так, чтобы она стала ко мне изнанкой, и повторяю все вновь и вновь. Вкалываю крючок в первое звено предыдущего ряда, 1 столбик во второе звено, 2 столбик без накида. Дальше делаю накид и начинаю вязать вот этот раппорт, да? Вот сюда вот в эту краевую точку, длинный полустолбик с накидом, и все петли провязываю. И вот в эту точку вот из нее выходят длинные нити, у нее есть перемычка. Обычный столбик. И в общем повторяю так до конца ряда. Опять делаю накид, отодвигаю вот эти длинные нити и вот туда вкалываю крючок. Смотрю, чтобы с изнанки крючок не расколол вот эту длинную петлю. Подхватываю рабочую нитку, вывожу. Да? Обычный. Делаю накид и вот эту длинную опять отодвигаю, и вот она, смотрите, эта точка. Здесь длинный столбик, как бы предыдущего ряда, и вот у него будет шапочка. То есть его не надо раскалывать. Здесь главное следить за изнанкой, чтобы с изнаночной стороны тоже ничего в раскол не вышло. И делаю длинный полустолбик с накидом. И обычный. Опять накид. Длинные нити предыдущего ряда отодвигаю и вкалываю крючок в шапочку длинного столбика
одного из предыдущих рядов. Вывожу, 3 петли провязываю вместе и обычный столбик без накида. Ну и работаю такими петлями до конца ряда. Последние 2 петли в этом ряду делаю накид, длинные нити отодвигаю, поправляю их, чтобы они легли красиво, отодвигаю, нахожу, вот она шапочка столбика длинного предыдущего ряда, вкалываю, подхватываю нитку и 3 петли провязываю вместе. И последняя петля в этом ряду — это просто обычный столбик без накида. Все. И работаю такими рядами, все остальные ряды будут просто аналогичны данному ряду на нужную высоту. Провязала я несколько рядов этим узором для образца. Смотрите, какая красота получается, такая плетенка, очень плотный узор. Этот узор за счет того, что здесь столбики с накидом, полустолбики с накидом, он немножко плотнее, чем вот тоже похожий на этот же узор, я бы сказала, выглядит в один, но он чуть, вот этот узор чуть плотнее, да, поэтому чаще всего им вяжут из каких-то тонких ниток, допустим, рафии или джута. Вторая сторона здесь будет точно такая же, абсолютно двусторонний, одинаковый с обеих сторон узор. Ну вот я связала из шнура для наглядности. Это может быть коврик, он толстенький, пухленький. Может быть, допустим, донышко для корзинки. Делаете прямоугольную корзинку, вяжете такой прямоугольник или квадрат вот таким узором, а дальше по кругу тоже какой-нибудь фактурный узор, и будет просто вау-эффект, я бы сказала, да. Все интереснее, чем обычные галочки. Можно сделать и сумочку клатч, то есть сворачивается этот узор прекрасно. Но здесь еще и нитка у меня достаточно мягкая, такая податливая. Это шнур Карамель Дольче от пряжи Центр. Всем рекомендую. Ссылка будет внизу под видео. Ну, надеюсь, что вам понравилось это видео, что вы узнали из него что-то новое. Не забудьте про ваши лайки, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Спасибо за внимание. Пока-пока.